Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И подсказки вы для себя получите. Ведь когда мы смотрим общие таро-прогнозы, каждый из нас обдумывает что-то свое. Итак, в нашем еженедельном прогнозе традиционные вопросы. И первая карта, первый вопрос. Что важно знать? Что для вас на этой неделе, в принципе, может быть, будет наиболее важным, как видят карты? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться внезапно. Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия, денег, финансы. И личная жизнь. Тоже энергии смотрим. Что же важно? Вы знаете, много информации будет на этой неделе, или много людей вокруг вас, или сама по себе обстановка вокруг вас может быть какой-то турбулентной, когда вам придется куда-то ездить, что-то согласовывать. Вас могут к чему-то склонять, например, принять решение или чью-то точку зрения. По этой карте вы можете столкнуться, кстати, с людьми, ну, на которых не стоит рассчитывать. Иногда по этой карте человек ведет себя как ребенок. Утром он пообещал, а к вечеру он уже забыл про свои обещания. Карта говорит, не ориентируйся сразу же на первую услышанную информацию или новость. И второй момент, надейся сам на себя. Вот, видимо, какая-то такая переменчивая неделя. В неожиданности. Праздник, мои дорогие. Значит, находясь даже вот в таких энергиях разнополярных, у вас получится что-то осуществить сам по себе праздник. Может быть, какое-то стечение обстоятельств по этой карте. Или есть действительно в вашей семье, в вашей паре то событие, которое, ну, следует отметить. Или собирается семья, собираются ваши родственники, или собираются друзья. Но есть что-то, то, что действительно радует. Внезапно, это в неожиданностях. Чему сейчас не время, и тем не менее не время мечтаниям. Не время наделять людей какими-то сверхъестественными или очень положительными качествами, а какой они не имеют. Вот нам об этом сказали, ведет себя как ребенок, я сказала. И у нас изображена свинка с крыльями. Молодой человек сидит, мечтает о том, чего в принципе не может быть. Так вот, попажу чаш, с одной стороны, нам выпадает карта праздника. И попажу чаш – это вдохновение, хорошее настроение, оптимизм. Вот значит, сил будет достаточно на этой неделе. Но и есть вероятность замечтаться. Вот этому не время. Быть реалистом стоит. Что вам помогает? А вам помогает, когда вы вот эту повязку снимаете со своих глаз. Или буквально какую-то путаницу в мыслях устраняете. Когда вы не мешаете себе глубокой философией. Или когда вы наперед не загадываете, а что будет, вот если я... И дальше можно развить, в итоге начать с оптимизма, закончить какой-то апатией. Вот помогает, когда мы видим реальное положение вещей. Но, с другой стороны, ваша трансляция людям, когда мы на своей волне все-таки... Может быть, вокруг еще либо обстоятельства как-то не сформировались, либо люди самые разные присутствуют на этой неделе. Не проболтаться и не сказать чего-то лишнего, а вовремя промолчать. Или, мои дорогие, что еще помогает? Помогает, когда, решая какую-то тему, дело, вы себе задаете вопрос, что я буду делать, если что-то пойдет не так? Мои действия. Вот это тоже помогает. Давайте мы посмотрим, что скрыто. У вас карта силы, карта мага, силы именно внутренней. С другой стороны, вам помогает интуиция, мои дорогие. По этой карте у вас все стихии в руках.
скрыто. Это еще ему вы можете контактировать с человеком, который тоже будет где-то в таких энергиях. И будет кто кого. Вот правда. Поэтому где-то и не замечтаться, нам говорят. И с другой стороны транслируем мы, ну, где-то нейтралитет или когда вы не сомневаетесь в себе. Может быть, какая-то ситуация не решается быстро, но это значит не потому, что вы в чем-то виноваты. Нет, это такой период времени для вас. Но и помогает, когда вы себе не мешаете глубокой философией. Когда выпадает вообще карта мага, вы можете материализовывать свои мысли. Это на самом деле работает. Поэтому обратите внимание, где ваши мысли, когда вы ни о чем не думаете? Где ваше настроение? И если вы в этот период времени, вот просто пронаблюдайте за собой. Где вы? В каком пространстве? Где вы? Или что, какие картины вам рисует ваше сознание? Для вас это будет дважды важно, потому что если вы начинаете в себе сомневаться, то в последующем вы себе как наколдуете какие-то сомнения. И в дальнейшем будете выходить из какого-то лабиринта собственных мыслей. Если же вы с большим оптимизмом смотрите вперед или основываетесь на том, что есть в реальной жизни, значит, поверьте, все ваши планы будут осуществлены. Когда выпадает карта мага, вот именно наша ментальность, она нам прокладывает фарватер в будущее. Поэтому не наколдуйте себе то, чего не нужно. Все же карта мага, что скрыто. Но и ваши сильные позиции, они тоже скрыты. Или карта говорит, не рассказывай себе много. Тебе придется себя где-то беречь. И хоть и есть праздник, и есть какое-то вдохновение, но, может быть, обстановка такова, или люди таковы, когда не стоит демонстрировать в принципе, что у вас, ну, что-то хорошо получилось, или удачно идут дела. Вот подумайте об этом. Дела, работа, бизнес. Девятка мечей. Ну, не устройте себе и какую-то философию, как я уже сказала, глубокую. По девятке мечей мы должны как раз и видеть эту реальность, то, что я сказала. Быть материалистом и внимание к мелочам. По этой карте не стоит оборачиваться назад и вспоминать то, что было в прошлом. Оно вам может существенно осложнить жизнь или помешать, или вергнуть вас в какое-то состояние апатии, когда вы никак не можете начать что-то или к чему-то приступить. Или, мои дорогие, вы чего-то боитесь. Так вот, вам помогает, с одной стороны, ну, это не страх, а чувство опасности. У вас очень хорошо работает интуиция. Но все же это не страх, а чувство опасности. А вот когда мы боимся буквально открыть глаза и цепенеем от того, что «ой, я не знаю, как пойдут дальше разворачиваться события», то тогда это вам может буквально помешать оформить, согласовать какие-то документы, решить какие-то вопросы или начать что-то, к чему-то приступить тоже. Что же по финансам, страшный суд? У кого-то из вас получение денег, может быть, прежний вопрос по части вашей работы все никак не решался. И это тоже пересекается с получением денег. Скорее всего, ваш вопрос на этой неделе либо закроется, либо как-то решится. Вообще, это карта освобождения. Карта свободы в плане от того, что прежние какие-то ограничения нас уже не держат благодаря высшим силам, когда вы можете к чему-то приступить новому и когда прошлое не имеет значения. Ну, еще раз, в очередной раз, я повторяюсь, мои дорогие, не добавляйте себе ненужной философии. Она изрядно вам может помешать, как и чрезмерный какой-то, понимаете, какая-то восторженность или, ну, как восхищение, чересчур эмоции, даже со знаком плюс. И понятно, что со знаком минус тоже вас могут, ну, так затянуть в какой-то омут, куда вам будет легко зайти, но сложно из этого выйти. По страшному суду я как раз по деньгам, если мы говорим, есть вероятность закрыть ту проблему или вопрос, который долгое время или какое-то количество времени у вас был в зависшем состоянии. Ну, давайте мы посмотрим, что же в личной жизни. Карта сила. Посмотрите, у вас очень сильная действительно позиция.
Ну и вы можете столкнуться с человеком, который где-то вам подстать. Карта мага, карта сила. Это два великих манипулятора. И нам показана прекрасная девушка, которая, тем не менее, чем-то смахивает половиной лица на льва. Вы можете где-то не соглашаться с какими-то направлениями, решениями по части личной жизни, как видит ваш партнер. Хотя, мои дорогие девочки, для вас тут как раз это ваша сильная позиция. Я должна сказать, что вообще, мои дорогие представители знака зодиака Рак, позиция на этой неделе у вас сильна. Какой-то вопрос из прошлого, какая-то буквально тягомотина может завершаться или будет понятно, чем это закончится. И, с другой стороны, какие-то любые вопросы ваших личных устремлений или по части работы, по части личной жизни, тут как раз могут выровняться. Единственное, что вам может помешать, это как и сомнение, так и излишний какой-то восторг. Но я бы сказала, может особенно помешать, когда вы по какой-то причине сомневаетесь, понимаете? А здесь и пространство вас может подталкивать принять важное решение. Для кого-то из вас это вы с партнером на одной волне. Маг – это мужская карта, а карта сила – это женская карта. И неважно, кто меня сейчас смотрит. Просто вы будете с вашим партнером в разных, ну, как бы позициях. Но, тем не менее, есть, значит, какое-то дело, есть совместный праздник, вот конкретно в вашей личной истории, когда вы можете расставить все точки над «и», хотя при этом должна сказать, что каждый может оставаться где-то на своей волне, ведь это две карты сильных людей. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.